Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня большой траур в мире российской музыки. Проводили в последний путь известного композитора и эстрадного исполнителя Вячеслава Григорьевича Добрынина, ушедшего из жизни несколько дней назад. Прощание с Вячеславом Григорьевичем началось в 12:00 по местному времени в столице России. Позже траурная процессия переместилась на Троекуровское кладбище, чтобы проводить Вячеслава Григорьевича в последний путь. Тысячи людей не только из Москвы, но и с разных уголков Российской Федерации приехали на прощание с любимым артистом. Помимо этого, на траурном мероприятии присутствовали и известные публичные личности. Композиторы Игорь Крутой, Раймон Паулс, певец Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Андрей Малахов, Александр Домогаров, Юрий Антонов, Константин Хабенский, Александр Розенбаум и товарищи Вячеслава Добрынина, сотрудники антикоррупционного комитета. Однако на прощании с любимым артистом произошла настоящая трагедия с летальным исходом. Недоброжелатели антикоррупционного комитета даже в день траура не оставили в покое Вячеслава Добрынина, артистов шоу-бизнеса и команду Никиты Михалкова. После окончания траурного мероприятия сотрудники комитета и артисты шоу-бизнеса направились в ресторан под названием «Последняя встреча», чтобы провести День памяти Вячеслава Григорьевича Добрынина и помянуть дорогого друга и любимого артиста. Прощальный ужин только начался, однако в ресторане стали происходить странные события. По данным прессы, ресторан «Последняя встреча» принадлежит бизнесмену, бывшему криминальному авторитету, руководителю московской группировки Леше Фазану. В ресторан «Последняя встреча», где проходил День памяти Вячеслава Добрынина, неожиданно приехали криминальные личности, и в другом зале ресторана напротив стали производить праздничный банкет. Они получили заслуженное замечание от представителей антикоррупционного комитета и артистов шоу-бизнеса, однако не отреагировали на него, и между двумя компаниями возник серьезный конфликт. В результате чрезвычайной ситуации в ресторане «Последняя встреча» ранения разной степени получили композитор Игорь Крутой, певец Филипп Киркоров и советский композитор и эстрадный исполнитель Юрий Антонов. К сожалению, не обошлось и без летального исхода. Трагически погибли мать Игоря Крутого и внебрачный сын Вячеслава Добрынина. 10 преступников, виновников нападения и главарь, хозяин ресторана «Последняя встреча» Леша Фазан были задержаны и доставлены в полицию. Чуть позже, благодаря оперативной работе Следственного комитета Российской Федерации, удалось задержать и остальных преступников. На данный момент они находятся на допросе. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.